Ну что, дорогие мои зрители, час настал. Вы все, конечно, видели, как неистовый Алишер Бурханович Усманов записал за последние дни аж 2 видеообращения ко мне, рассказывая о том, какой он честный, принципиальный и порядочный человек. Он отвергает все наши обвинения. Он не платил взятки Медведеву и другим чиновникам. Он не участвовал в приватизации. Он платит налоги в России. Он не имеет реального криминального прошлого. Все дела против него были сфабрикованы. Он практически диссидент. Он возмущен. Он подал на меня в суд. И Алишер Усманов не хуже заправского рэпера на Версусе подкалывает меня и говорит: ну что же ты не отвечаешь на мои обращения, Алексей, тебе нечего сказать. Я прав, а ты нет. Когда твою ложь опровергают с документами на руках, ты начинаешь, по-моему, трусить. Дорогой Алишер Бурханович Усманов, я полностью к вашим услугам. И этот ролик, основанный исключительно на документах, каждый из которых мы прилагаем в описании к этому ролику, будет отныне вашей официальной биографией. В отличие от того вранья, которое вы предлагаете доверчивой публике. И всем я очень рекомендую досмотреть ролик до конца, потому что это важная история о том, как устроена Россия, как устроена олигархия и как устроено чиновничество. Но сначала у меня пара слов по форме ваших обращений ко мне. Я думаю, что пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле. Я хочу напомнить вам, что в стране, где я живу, и она называется Россия, принято обращаться к незнакомым людям на «вы». И уж точно не записывать видеообращения в такой специфической хамской манере. Я понимаю отлично, зачем вы это сделали. Вы хотите показать, ну даже не мне, а всем вокруг, что вы хозяин жизни и можете разговаривать в такой манере с любым человеком, который усомнился в том, что вы нажили свой капитал честным путем. Сами вы привыкли присмыкаться перед теми, кто выше вас, и этим людям вы как раз заносите миллиардные взятки, как это было с Медведевым. Но про всех остальных вы считаете, что их можно либо купить, либо запугать. Со мной этого не получится. Я вас и ваших друзей-чиновников не боюсь. Для меня вы обычный жулик, да еще и пытающийся своим спором со мной прислуживать коррупционеру Медведеву, чтобы все забыли про него и обсуждали только этот видеодиалог Навального и Усманова. Но я проведу этот видеодиалог. Мне несложно. Где деньги, Лебовские? Многие обратили внимание, что вы старательно обходите вопрос о том, где же вы взяли первые большие деньги. А откуда у вас деньги первые? А вообще, где первый миллион, там вопрос был. Не все воровали, значит, и Усманов воровал. И вновь я понимаю почему. Потому что вы лжете в своей официальной версии. Она звучит так. Вы производили полиэтиленовые пакеты, потом торговали сигаретами, потом разорились, а потом основали компанию Интерфин, в которую по 10 миллионов долларов вложили ваши партнеры, поверившие в ваши гениальные бизнес-способности. Мы подняли документы. Компания Интерфин действительно существовала с 1995 года. Только вы забываете рассказать нам о том, что с момента основания 40% Интерфина принадлежало британской фирме Middlesex Holding. А что делает в фонде борьбы с коррупцией, когда видит фирму, зарегистрированную в Великобритании? Правильно, радуются, потому что британские компании должны каждый год сдавать подробнейшую отчетность. Там есть и финансы, и сопроводительные комментарии о ходе дел. Алишер Бурханович, мы не поленились и прочитали всю отчетность этой фирмы и других связанных с ней за 20 лет. Это более 2000 страниц. Мы публикуем эту отчетность, и каждый может прочитать ее и проверить наши слова. Мы потратили кучу времени, но мы не жалеем об этом, потому что это настоящий клад. Реальная история приватизации советских активов, педантично записанная англичанами. Поэтому теперь про ваши делишки мы можем хоть книгу написать. По документам мы видим, что 15 октября 1993 года у вас появилась доля акций в британской Middlesex.
А в 1996 году вы с этой фирмы выкинули следующий финт. Британская компания покупает офшор DRI, зарегистрированный на острове Мэн. Он обладает эксклюзивными правами на экспорт и продажи продукции Оскольского электрометаллургического комбината. Это продукция железа прямого восстановления. А сам Оскольский комбинат — это такое гигантское советское предприятие. Оно даже в свое время носило имя Брежнева. И вот тут возникает вопрос. А с какого вообще перепуга в 1996 году российское сырьевое предприятие продает свою продукцию за границу через подставную офшорную компанию, да еще и на эксклюзивных правах? И все становится понятно, когда мы видим, что владельцем этого офшора были вы, дорогой Алишер Бурханович. Вы зарегистрировали себе офшор, а потом, я уж не знаю как, угрозами, взятками, подкупом заключили десятилетний контракт на экспорт продукции сырьевым советским предприятиям и потом буквально на следующий день продали эту контору своим британским партнерам, с которыми вы были в доле. Это и был старт вашего крупного бизнеса. И как бы вы ни возмущались тем, что я говорю, что вы наживаетесь на торговле сырьем, это чистая правда. С середины 90-х британский Middlesex, в котором у вас доля, продавал российское сырье по всему миру, и вот он ваш как раз первый капитал. Ну а дальше, как говорится, поперло. Вы принесли такой жирный кусок партнерам, что они назначили вас вице-президентом Middlesex. И компания начала не просто торговать продукцией советских предприятий, но и потихоньку скупать их. Скупку вели одновременно и британская компания, где вы были партнером, и ваша российская компания Интерфин. И в 1997 году вы проворачиваете главную коррупционную схему своей жизни. Вы одновременно, ведя свой бизнес, идете работать в «Газпром», в его дочернюю компанию «Газпром Инвест Холдинг». В «Газпроме» вы тоже отвечаете за скупку акций горнообогатительных комбинатов. Напомнить вам, дорогой вы наш Алишер Бурханович Усманов, у кого же вы покупали эти акции для «Газпрома» и на деньги «Газпрома»? У себя любимого. В 2002 году под вашим руководством «Газпром Инвест Холдинг» создает дочернее предприятие на Британских Виргинских островах, которое и покупает российский бизнес вашей компании Middlesex за 23 миллиона долларов. Это прямой конфликт интересов. Это прямая коррупция. Только за это вы должны сидеть в тюрьме. Но этого не случилось, к сожалению. И вы продолжали скупать акции горнообогатительных комбинатов на рынке на деньги «Газпрома». И все эти доли складывались в компанию «Газметалл». Постепенно ей стали принадлежать 80% огромного Лебединского ГОКа и 70% Оскольского комбината. И вдруг, внезапно, «Газпром» решает, что металлургические активы ему совсем не нужны. Очень странно. Вот же он вот только что на днях скупал доли у англичан, он покупал доли на рынке, а потом вдруг решил, что ему ничего не нужно. И отгадайте, кому же вдруг «Газпром» продал разонравившиеся ему металлургические активы? Вам, Алишер Бурханович, и вашим партнерам. 48% доля «Газпрома» в «Газметалле» продается без конкурса, без аукциона вашей компании Интерфин за 72 миллиона долларов. В пересчете на одну акцию это дешевле, чем вы покупали эти акции у собственной британской компании. Это и есть, кстати говоря, приватизация, когда вы отчуждаете имущество у государственной компании, и вы в ней участвовали, как бы вы ни пытались доказать обратное. Ты врешь о том, что источник моего состояния крупнейшей приватизационной сделки. Вранье. Ты говоришь о том, что я забрал, украл советские горнообогатительные комбинаты. Аукционы залоговые, насколько я помню, кончились в 1995 году, для твоего сведения. Я никогда ни в одном из них не участвовал. В последующих приватизационных сделках тоже. Для тех, кто запутался, поясняю совсем просто. Усманов, пусть это будет Усманов, вот он залез в «Газпром», потом за газпромовские деньги купил свои же акции, а потом через небольшое время продал их сам себе, только дешевле. Ну, то есть, грубо говоря, он просто обокрал «Газпром». Хрестоматийный пример коррупции. У вас, Алишер Бурханович, много раз тогда спрашивали, ну не выглядит ли эта сделка как-то подозрительно. Один человек сам себе продает, но вы врали, что со времен назначения в «Газпром» вы отношения компании Интерфин не имеете. Но мы-то видим документы.
что все это время вы работали в английской материнской компании Интерфина. Вы там были вице-президентом с 1997 года и акционером с 1993 года. Но так и самое интересное. Вот сейчас вы все, зрители мои, кроме Усманова, недоумеваете. А как же так получилось у Усманова обокрасть «Газпром», и никто даже слова не сказал? А это очень просто. Знаете, кто был председателем совета директоров «Газпрома» в тот момент? Может быть, вы уже сами догадались? А если нет, то, пожалуйста, встречайте. Дмитрий Анатольевич Медведев. Вместе с ним вы обстряпали эту схему. Вместе с ним вы обокрали «Газпром». И долгие годы вы заносите ему взятки именно в обмен на то, что тогда за газпромовские деньги вы, Алишер Усманов, создали свою металлургическую компанию. А хотите, я вам еще свидетеля покажу? Слово предоставляется человеку крайне влиятельному в тот период, создателю партии «Единая Россия» и одному из политических отцов президента Путина. Борис Абрамович Березовский, расскажите нам, пожалуйста, что там было? Имена тех, кто находится на вершине российской власти, в частности, Путина и Медведева. Медведева тоже? Да, в связи с иском по Канисимову, по моих акциях в «Металлинвесте» упомянуто имя и Медведева как одного из тех, кто на уровне власти помогал в создании компании, которая изначально называлась, по-моему, покупки и приобретения Михайловского ГОКа, и на базе которого позже возникла компания «Металлинвест». И это как раз создавалось в то время, когда Медведев был главой администрации, и господин Усманов лоббировал через Медведева создание этой компании. И особняк на Рублевке за 5 миллиардов рублей был взяткой Медведеву. Я настаиваю на этом. И сколько бы вы ни лгали, сколько бы вы ни рассказывали нам какие-то небылицы про обмен недвижимостью. И вся эта история с землей, с домом, это огромная, многолетняя, многоступенчатая, так сказать, сага, в которой было 3 заинтересованные стороны. И мне пришлось платить не за то, что сделка была, а за то, чтобы она не была между ними. И каждому пришлось платить. Одному активы, чтобы он отказался от прибыли, которую он хотел делать на своих деньгах. Другому займы и деньги за то, чтобы он землю уступил. И в конечном итоге каждый получил то, что он хотел. Единственный документ, который есть во всем этом разговоре, это официальная справка из Росреестра о том, что лично вы подарили этот особняк, подарили фонду, который контролирует Медведев. Все остальное это просто слова. А единственный документ свидетельствует в нашу пользу. Теперь налоги. Ведь про Усманова, честного налогоплательщика, мы слышали очень много. А за 10 лет заплатил почти $500 миллиарда, если переводить по курсу. $500 миллиарда за 10 лет? Серьезно? Вы считаете, что мы поверим в то, что это существенная сумма? Да вы должны были заплатить в несколько раз больше. И я сейчас это докажу, а вы, уважаемые зрители, но опять же, кроме Алишера Бурхановича, пожалуйста, слушайте внимательно. Потому что это и есть главная схема. Почему в России, такой богатой стране, население такое нищее, почему мы ничего не зарабатываем на собственном сырье, а обогащаются на нем только такие люди, как Усманов. Ведь эта схема типична для любого российского сырьевого олигарха. Смотрите, вот он хапнул горнообогатительные комбинаты. Они производят сырье. Сырье продается за границу. Но это такая простая цепочка. Поставщик, клиент. Ты добыл в России, продал по рыночной стоимости, заплатил налоги, заплатил зарплаты, заплатил экспортные пошлины. Вот так оно должно работать. И так оно будет работать, когда я стану президентом. А у Усманова это работает иначе. Предприимчивый Алишер Бурханович продает не напрямую, а через своих собственных посредников. По английской отчетности мы видим, что с середины 90-х годов львиная доля экспорта и Лебединского ГОКа, и Оскольского комбината продается через фирмы прослойки, подконтрольные Усманову и его партнерам. В 90-е годы это были швейцарские и британские компании, а с момента, как Алишер Бурханович оттяпал долю «Газпрома», экспорт замкнулся на гибралтарские и ирландские офшоры. Например, если брать конкретно,
2006 год. Лебединский ГОК производит железнорудные окатыши, это такой измельченный рудный концентрат. Продает их своим же конторам, гибралтарскому и ирландскому посредникам по $40 за тонну. А посредник уже по рыночной цене продает их по всему миру, в страны Восточной Европы, в Турцию, в Азию, везде. А рыночная цена уже в это время была по самой скромной оценке в районе $100. То есть разница больше, чем в 2 раза. Благодаря этой очень нехитрой схеме российская прибыль Лебединского ГОКа и Оскольского комбината ежегодно занижалась. Соответственно, занижаются и налоги, и экспортные пошлины, идущие в бюджет. При этом все издержки, они, понятное дело, в России. Карьеры, производство, зарплаты. А прибыль оседает на гибралтарском офшоре. Эта схема ухода от налогов называется трансфертное ценообразование. Я уверен, многие хорошо помнят это словосочетание хотя бы из новостей. Ведь формально именно за это Ходорковского в 2003 году посадили на 10 лет. А теперь оцените масштаб. Из таможенной статистики, снова документы, видно, что только за 2006 год на усмановский посреднический офшор было продано сырья больше, чем на $700 миллионов. По скромному расчету, перепродажа уже реальным покупателям принесет в 2 раза больше. Вот они, эти сотни миллионов долларов, не заплаченные в российский бюджет. Не верите таможенной базе? Вот, Алишер Бурханович, документ, разосланный одной из ваших фирм в 2008 году инвесторам на лондонской бирже. Там упоминается ваша гибралтарская компания. Раскрывается, что она принадлежит лично Усманову. И указан годовой оборот. $3 миллиарда США. Гибралтарский офшор продал российского сырья на $3 миллиарда, уведя их от налогообложения в России. И эта схема работала постоянно. Так что это и есть те самые деньги, которые и возносят вас, Алишер Бурханович, в список Forbes на 5-е место с состоянием $15 миллиардов 200 миллионов. И вы должны за это сидеть в тюрьме. Но почему-то плаваете на яхте стоимостью $500 миллионов. И это отдельно возмутительно, Алишер Бурханович, что вы и власть России, Путин и Медведев, пытаетесь всерьез убедить нас, что мы должны быть вам благодарны за эти $500 миллионов налогов, оставленных в России. Хотя в это же время вы как минимум, смотрите, купили яхту Дильбар, назвав ее в честь своей мамы за $500 миллионов. Купили самолет Бурхан, назвав его в честь своего папы за $350 миллионов. Вы купили акции футбольного клуба Арсенал британского за $150 миллионов. И хотите купить еще этих акций на $2,3 миллиарда. Вы купили особняк в Лондоне за $70 миллионов и виллу на Сардинии за $150 миллионов. И так далее, и так далее. То есть еще раз. Вы зарабатываете на российских сырьевых богатствах, принадлежащих всем нам. И вы мухлюете и обкрадываете всех нас. И мы еще вам что, должны спасибо за это говорить? За то, что вы заплатили здесь какие-то копейки? Нет, мы не будем вам говорить спасибо. Вы должны платить столько, сколько положено по закону. Что к интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты. Я его не пользую, я его развиваю. Вы развиваете интернет? Серьезно? Вы не развиваете интернет. Вы нам его портите. И об этом отлично знают десятки миллионов пользователей самой большой российской соцсети ВКонтакте. Потому что с вашей помощью власть отжала ВКонтакт у его основателя Павла Дурова. Дуров отказался сдавать спецслужбам данные пользователей тех групп, где критиковали власть. В том числе, кстати говоря, групп поддержки Алексея Навального. И вы отняли ВКонтакте у Дурова и насадили там цензуру. И у нас сейчас еженедельно людей пытаются посадить за какие-то лайки, репосты. Принадлежащая вам социальная сеть сейчас с удовольствием сдает людей и помогает властям фабриковать уголовные дела. Поэтому даже не смейте нам говорить, что вы развиваете интернет. Криминальное прошлое и изнасилование. Вот, собственно говоря, послушайте эпизод, по которому вы, Алишер Бурханович, подали на меня в суд. Боже мой, Алишер Усманов переживает, чтобы его обвинили в преступлении. Он в 90-е годы отсидел, по-моему, 6 лет в Узбекистане еще. То ли за изнасилование, то ли за мошенничество. Поэтому, во-первых, Алишер Усманов, безусловно, юридически является преступником и был преступником. Ну а что я могу сюда добавить? Анализируя вашу биографию, я опираюсь на конкретные письменные источники.
То, что вас посадили в советские времена за махинации, это медицинский факт. Вы сами этого не отрицаете. Я 6 лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме. То, что среди обвинений было изнасилование, рассказывает нам бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей. И насколько я знаю, лично на посла Мюррея вы в суд ни разу не подавали. А я прямо сейчас захожу на сайт посла и читаю там: Алишер Усманов – это злобный бандит, преступник, рэкетир, торговец героином и человек, обвиненный в изнасиловании. Я не знаю, что там было, и кто кого насиловал или не насиловал. Но давайте подумаем, Алишер Бурханович, кому мы скорее должны поверить? Вам, очевидному мошеннику и лжецу, или бывшему послу в Великобритании, человеку, который а. официальное лицо, б. просто по должности общался со всем руководством Узбекистана, с. имел доступ ко всей секретной информации и д. по-прежнему настаивает на этих заявлениях. Извините, но я скорее поверю послу. А если он не прав, так вы не подавайте на меня в российский суд, а попробуйте выиграть у него в суде британском. Вы же этого не делаете. Ну а что касается того, что дело против вас в 1980 году было сфабриковано, и вы доказали это на суде, ну не смешите, пожалуйста, нас всех. Вы что, пытаетесь нас всерьез убедить, что вы были политзаключенным в СССР? Если бы это было так, наверное, вы бы добились реабилитации сразу после распада Советского Союза. Но вам-то узбекский суд отштамповал это решение в 2000 году, когда вы уже стали мультимиллионером. Ну, конечно, никто из нас не сомневается в вашей способности получить вообще любое решение узбекского суда. Ну, потому что мы понимаем, как примерно устроен Узбекистан. И мы видим, как на этом видео вы пляшете с дочерью президента Узбекистана. И нам все эти Филькины грамоты не интересны. Вот когда дело было сфабриковано против меня, я подал не в узбекский суд, а в Европейский суд по правам человека, в который нельзя занести чемоданчик с деньгами, как это обычно вы делаете. И в этом честном суде я доказал, что дело против меня сфабриковано полностью, и у меня отменили приговор, как отменят и все остальные приговоры, которые эта власть мне выносит, потому что я мешаю им и вам воровать. Идем дальше. У нас нет шахтеров. Но хоть бы и это узнал бы. У нас работают открытым способом добычи руды. У нас горняки. Вы знаете, Алишер Бурханович, меня вот это отдельно взбесило. Но вы на этих людях наживаетесь. Ну поинтересуйтесь хоть немного, как они живут, как они работают, как устроены ваши собственные предприятия. Есть подземные работы на ваших комбинатах, даже несмотря на то, что добыча там ведется открытым способом. И шахты есть, и вентиляцию делают. Ну вот, пожалуйста, вакансии висят. Ищут людей на подземные работы. Вот дело о гибели крепильщика на подземных работах. Поэтому, конечно, они есть. И я вновь повторю, что на любых позициях на ваших комбинатах зарплаты сотрудников нищенские и никак не соответствуют тяжести и вредности этой работы. И не заливайте нам, пожалуйста, про то, что вы так мало платите, потому что вот это экономика России. Вы просто выводите деньги в офшоры и экономите на зарплате. Вот и все. Ну и последнее. Тьфу на тебя. Тьфу на тебя еще раз. В ответ на это могу сказать только одно. Желаю вам доброго здоровья, Алишер Бурханович. Очень хочу, чтобы с вами было все хорошо и чтобы вы жили подольше, для того, чтобы я, когда я стану президентом России, отправил вас на скамью подсудимых вместе со всеми вашими подельниками, включая Дмитрия Медведева, которому вы платили взятки, в том числе поместьем на Рублевке за 5 миллиардов рублей. Это будет очень честный суд. И вы получите в нем ровно то, что должны получить по заслугам. Ни больше, ни меньше. Ну а вам, всем остальным, мои дорогие зрители, я предлагаю выбрать. Раз уж власть устами Алишера Усманова доказывает нам, как все правильно и честно устроено у нас в стране, а я спорю с ними, описывая свой образ будущего России, ну то решите, пожалуйста, что вам больше нравится, что вам кажется более справедливым. Россия Усманова, Путина и Медведева или Россия, которая принадлежит всем нам, где с коррупцией борются, налоги платятся, а национальные богатства распределяются справедливо. Если вы за меня, то первым шагом
поставьте подпись за мое выдвижение кандидатом в президенты. Вы можете записаться волонтером в нашу кампанию. Вы можете помочь мне деньгами. Я не олигарх и без вас не обойдусь. Ну а если вы за Усманова, то даже не знаю, что вам сделать. Поставьте лайк под его видео и продолжайте жить в нищете. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.